Всем привет! В этом видео я расскажу и покажу, как можно создать свою собственную анимацию в Unreal Engine, а также как ее потом редактировать. Давайте начнем с того, что нам в первую очередь нужен какой-то скелетный меш, который нужно вытащить на сцену. Ну, допустим, вот я уже выложил сюда SKM Queen. Далее нам нужно создать видеоряд или синематик, как вам удобно, либо уже открыть существующий здесь, либо в контент-браузере. Давайте я начну с самого начала. Давайте я создам новый видеоряд. Давайте назовем его tutorial. Сохраняем. У нас открывается окно секвенсора, и если не открылся режим анимации, нужно открыть его вручную. Далее, то есть начало схожее с тем, как когда мы создаем синематик. То есть мы выбираем нашу скелетную сетку персонажа, например, если вам нужно создать ему анимацию. Нажимаем добавить путь актора и нажимаем здесь, либо ищем его в списке. Если у вас уже настроен Control Rig для вашего скелетного меша, то автоматически появится вот такой вот Control Rig Mannequin Body, который позволит вам двигать его вручную, каждую кость, точнее не каждую кость, а отдельные уже контролы, которые связаны между собой с помощью инверсной кинематики и так далее. Здесь сразу можно выбрать Global Control и подключить необходимую инверсную кинематику. То есть, чтобы вам не двигать каждый контроллер вручную, то можно подключить все необходимые инверсные кинематики. То есть тут есть основные, это для рук, левая, правая рука, левая, правая нога, потом спина и шея. Далее. Здесь также можно настроить длительность анимации, которая будет у вас в конечном итоге. Здесь можно поменять способ отображения времени, кадры, либо секунды. Длительность анимации можно настраивать либо так вручную, либо перейти на нужный кадр и задать окончание воспроизведения на текущей позиции, либо начало. То есть если я нажму вот так вот, то у нас анимация становится длиной 52 кадра. Давайте сделаем какую-нибудь небольшую анимацию, 60 кадров. Переносимся на начало анимации нашей. Для удобства можно включить эту опцию, чтобы опорные кадры создавались автоматически, но главное условие, чтобы уже существовал хотя бы один опорный кадр, поэтому их можно добавить сначала вручную, то есть мы выделяем их, нажимаем Enter. Все основные элементы, которые нам нужны будут, это обычно руки, ноги, вот этот главный контроллер для туловища. Можно подсоединить, например, бедра, грудь и голову. Также не забываем про вот эти контроллеры, которые указывают нам по направлению локтей и коленей. То есть вот у нас, видите, есть опорные кадры созданы. Также можно открыть вкладку «Кривые секвенсора». И здесь можно настраивать именно, как бы это правильно сказать, интерполяцию. То есть по умолчанию, скорее всего, стоит кубическая, либо авто, по-моему, интерполяция. То есть как это выглядит. Сейчас, когда мы создадим какую-нибудь анимацию, я покажу, чем они отличаются. Давайте зададим какую-нибудь анимацию, наверное, удара. Да? Не забывайте также про то, что есть вот эти контроллеры положения скелетного меша. То есть, как это простыми словами объяснить? Если у вас персонаж стоит на месте и выполняет какую-то анимацию, то, по-хорошему, это все должно тоже оставаться на месте. То есть ваш персонаж должен находиться в пределах вот этого квадрата. Если вы, например, делаете анимацию ходьбы, да, вот тут более будет наглядно. Например, когда у нас анимация ходьбы, то одновременно обычно вы управляете игроком, и он идет, допустим, вперед, да. То есть вы перемещаете персонажа по координатам вперед. Но если у вас, поэтому анимация у вас должна стоять на месте, то есть при просмотре просто анимации он должен как бы стоять на месте, топтаться. Но если вы еще дополнительно внутри самой анимации будете перемещать персонажа, то он у вас будет идти с двойной скоростью. То есть мало того, даже если вы отпустите клавишу вперед, он все равно у вас будет продолжать идти. Поэтому важно следить за этим, чтобы он оставался на месте, либо наоборот, если вам нужно, чтобы он смещался. Тут уже все зависит от ситуации. Давайте какую-нибудь его поставим стойку.
То есть представим, да, что вот персонаж смотрит вперед, какую стойку. Давайте левую сделаем, да. То есть нам нужно его повернуть немножко вот так вот, как бы полубоком, да. Ну, стойки у всех разные, давайте я не буду прямо в подробности вдаваться. Давайте мы его так его развернем. Далее давайте подвинем ему ноги. Так. То есть можно это делать вот так. Если включить, менять режим координатов, то можно вращать сразу несколько контролеров, да? Так, давайте их слегка вот так вот развернем, и теперь будем вручную уже двигать. То есть у нас обычно как левая нога чуть-чуть впереди стоит. Так, давайте тут на глобальный перейдем. То есть вот так вот немножко впереди. А правая нога чуть-чуть сзади. Не забываем вместе с вот этими контролерами двигать. Ну, можно, конечно, по отдельности, но если вы какие-то глобальные перемещения делаете, то лучше сразу двигать их вместе, чтобы потом вам отдельно не настраивать. Далее у нас обычно человек чуть-чуть на полусогнутых как бы ногах, да, стоит. Ну, не на полусогнутых, а так слегка согнутый, да, то есть чтобы была опора. И, допустим, если это не момент удара, то он обычно смещен чуть-чуть назад, да, то есть если он в стойке стоит, то обычно опирается на заднюю ногу человека. Далее давайте ему теперь уже будем руки настраивать. Обычно как? Давайте сразу повернем голову чуть-чуть. Вот так вот, да, он смотрит обычно. Можно слегка наклонить ее, чтобы он как бы защищал шею, да. Давайте теперь поднимаем руки. Сразу ее развернем. То есть тут уже лучше поворачивать отдельно, когда мы поворачиваем руки-ноги, то лучше перемещаться на на локальные координаты, потому что так будет вам проще следить за тем, как повернута рука, чтобы не было никаких перекручиваний. Так, давайте вот так вот ее немножко поднимем. Давайте немножко. А перемещение уже, конечно, лучше тоже по ситуации, но лучше все-таки на глобальных координатах менять это все. Так, давайте теперь сбоку смотрим. Чуть-чуть сюда повернем. Еще развернем все-таки немножко сюда. Так, теперь давайте где обычно у нас рука? Она обычно чуть-чуть слева от головы, чтобы не закрывать обзор. Так, и давайте теперь локоть. Можно опустить пониже. То есть локоть тоже обычно прижат к туловищу, чтобы защищать корпус. Так, ну вот, левая рука примерно вот так вот у нас стоит. Потом мы еще подгоним, если что. Так, правая рука аналогично. Давайте вот так. Поднимем немножко вверх. Сместим правее. Давайте я немножко поменьше сделаю вот это окно и немножко уменьшу скорость камеры. Так, двигаем. Постараюсь сделать это все побыстрее, то есть нам важно сейчас не именно сама анимация, а как это можно сделать, да, все. Я даже не буду их сжимать в кулак, потому что это тоже может много времени занять. Так, давайте двигаем локоть как-то вот сюда. И давайте теперь правую руку двигаем чуть-чуть вперед, а левую, наоборот, слегка назад подвинем, да, то есть чтобы они были ближе друг к другу. Вот, ну как-то вот так вот стоит у нас, да, обычный персонаж в стойке. Да, давайте немножко все-таки сдвинем правую ногу вот сюда. Само туловище тоже сдвинем чуть-чуть сюда. Так, обычно у нас левая нога чуть-чуть более выпрямлена. Давайте вот так вот, да, немножко сделаем. Вот так. Ну и, соответственно, руки, да, у нас немножко теперь стали далеко от туловища. Давайте чуть-чуть подвинем сюда. Вот, ну, примерно вот такая вот стойка, да. Все, смотрите, все, что мы двигали, теперь у нас автоматически создались опорные кадры на каждой кости, которую мы затронули. Теперь, что нам нужно сделать? Давайте сделаем ее
все-таки давайте не 60 будет, а 120, потому что мы будем делать еще так, чтобы вернуться в исходное положение. То есть теперь просто мы берем, что можно сделать? Полностью выбираете все опорные кадры, которые мы создали, и либо нажимаете Ctrl-C, Ctrl-V, либо Ctrl-D, дублируете. То есть перемещаетесь на нужный кадр и вставляете. И у вас получается в начале и в конце абсолютно одинаковая поза. То есть мы задумываем так, чтобы возвращать персонажа в исходную позу. И давайте теперь ровно посередине сделаем анимацию уже удара. Что мы обычно делаем, да? Обычно мы руку выбрасываем вперед. Давайте прямо это так и сделаем сейчас. Выкидываем ее вперед. Теперь нам нужно повернуть наше туловище. Слегка наклонить его вперед нужно нам, да, чтобы рука могла вытянуться. Еще немножко ее повернем сюда. И даже немножко слегка сместим. То есть мы переносим вес на правую ногу. Даже чуть-чуть, можно сказать, так вот приседаем. И вот так вот выбрасываем вперед нашу руку. Можно даже чуть-чуть ниже опустить, да, то есть чтобы как будто в корпус куда-то хотим ударить. Давайте также повернем руку. Ну, давайте сделаем так, как будто он ладонью бьет, да, открытой, основанием ладони. Вот, так вот куда-то сюда вот так вытягиваем. Можно даже еще немножко повернуть нашего туловища. Эту руку нужно тоже слегка сместить. То есть давайте мы ее куда-то вот сюда вот так вот подвинем. То есть она продолжает нам прикрывать голову. Голову также, да, чуть-чуть повернем. Еще немножко наклоним. Теперь обычно что у нас происходит с ногой? У нас левая нога обычно поворачивается. То есть мы как бы вот так вот ее двигаем. Хотя нет, обычно она у нас правая нога обычно поворачивается. Вот так вот она разворачивается. И тут можно даже немножко заморочиться, следить положение носка. То есть обычно на носке нога поворачивается. Ну, я думаю, что все-таки левая нога все-таки тоже чуть-чуть должна повернуться. И также немножко можно отследить положение носка. И теперь смотрите, что у нас получается. И я думаю, локоть надо тоже подвинуть здесь. И получается, даже можно еще немножко нашу руку выдвинуть вперед, чтобы рука более выпрямленная была. Вот так вот мы будем бить. И локоть куда-то вот сдвинем вот так, да? И теперь смотрите, что у нас получается. Вот мы двигаем наш ползунок. Вот такая вот анимация у нас происходит. Давайте вот все пока именно с самой анимацией закончим. Теперь что нужно сделать, чтобы сохранить эту анимацию и использовать ее дальше в наших играх? Делаем побольше это окошко, выбираем нашего актора, скелетный меш, которому мы хотим задать анимацию. Нажимаем правой кнопкой мыши и нажимаем «Прописать последовательность анимации». Не забудьте настроить здесь начало и конец кадра. Нажимаем правой кнопкой мыши, нажимаем «Прописать последовательность анимации». Выбирайте расположение, куда вы хотите сохранить. Давайте я назову ее аним панч, да, удар. Нажимаем ОК. Тут, в принципе, можно все оставить. Кстати, ну да, давайте пока так оставим. Просто покажу, как это будет выглядеть. Экспортировать позу. И теперь, смотрите, я сейчас все сохраню. Закрываем нашу анимацию. То есть у нас меш возвращается в исходное состояние. Но теперь, если мы вернемся в нашу папку, откроем нашу папку с анимацией. Вот она у нас Anim Punch. Можно ее открыть и посмотреть. У вас теперь есть готовая анимация. Вот так вот она выглядит. По скорости, конечно, тоже сами настраивайте. У меня здесь предпросмотр настроен так, что фонарик в руке. То есть можете отключить, найти. Если у вас есть такой, давайте я выключу его. Флешлайт. Только предпросмотр, удаление.
Вот, я удалил все прикрепленные ресурсы. То есть вот так у нас выглядит анимация удара. И теперь самый простой, конечно, способ, как добавить эту анимацию вам на сцену, это просто перетащить ее сюда. Если нажмем симуляцию, то есть вот проигрывается анимация. Можно настроить ей скорость. Можете вбить в поиск rate. Так, тут есть rate scale у нас? Нет. То есть зацикливание анимации можете включить. То есть если выключить ее, то она будет останавливаться. Если поставить ее галочку, то она будет продолжаться бесконечно. Начальную позицию, то есть можете выбрать начальный кадр, поставить на паузу, включить или выключить ее. Ну и где-то, конечно, тут все-таки было... Rate Scale можно менять в самой анимации. То есть либо здесь. Так, давайте найдем. Где это у нас было? Нет, не здесь. Значит, вот здесь Rate Scale. То есть можете ее замедлить, либо ускорить. Давайте мы ее ускорим, сохраним. Вот она, видите, уже быстрее двигается. Ну и потом вы можете прикреплять эту анимацию в анимационный ваш blueprint, либо использовать синематики и так далее. Теперь давайте я покажу, как можно редактировать анимацию. То есть, допустим, вы что-то сделали не так, что-то хотите исправить, поменять, там, добавить какие-то опорные кадры или что-то еще. Снова также открываем какой-нибудь наш синематик. Ну, давайте тот и откроем, в котором работали. Так, эту можно пока вскрыть. Теперь смотрите, что нам нужно сделать. Нам нужно добавить нашу анимацию, которую мы хотим редактировать. Нажимаем плюс, добавить путь актора и выбираем вот эту вот нашу Anim Punch. То есть смотрите, опять-таки автоматически появляется Ctrl-Rig, который будет блокировать всю анимацию, уже заготовленную, которая она есть. Давайте я ее удаляю. Нет, извините, я немножко неправильно вам показал, да, давайте вот так сделаем. Смотрите, мы должны открыть нашу анимацию. Теперь мы нажимаем вот здесь вот эту кнопочку и нажимаем «Редактировать в секвенсор». И выбираем здесь «Редактировать при помощи регулятора каркаса с прямой кинематикой». Нажимаем вот эту кнопку. У нас происходит просчет. То есть он прописывает вот эту анимацию в регулятор каркаса. И мы просто немножко, нам нужно подождать. Ну, вы можете просто перемотать. Я не буду обрезать видео, так как из-за этого придется много времени потратить на то, чтобы просто обрезать этот кусочек. Вы можете просто перемотать. Или я лучше все-таки на паузу поставлю. Так, я тут немножко перемотал и сразу скажу, что я чуть-чуть вам неправильно сказал последовательность. Давайте я вам покажу все заново. Смотрите, нам не нужно вручную добавлять анимацию сюда, так как она будет автоматически создаваться. То есть мы удаляем анимацию со сцены, можно закрыть секвенсор полностью. Теперь заходим сюда, нажимаем здесь, нажимаем «Редактировать в секвенсор», нажимаем «Прописать в регуляторе каркаса» и выбирайте наш регулятор каркас Ctrl-Rig, ну, то есть, соответственно, который ему соответствует. Нажимаем «Прописать в регуляторе каркаса», сворачиваем. Теперь смотрите, здесь нужно найти нашу анимацию, которая только что создалась. Можно нажать F, чтобы переместиться к ней. И вот смотрите, у нас повторно теперь все это прописалось в виде кадров, но теперь мы видим, да, что опорных кадров появилось намного больше. То есть практически сколько кадров опорных, сколько всего кадров в анимации, столько опорных кадров. То есть нам так много не нужно, но это Unreal, получается, автоматически создает опорные кадры. Можно, конечно, поменять эту настройку. То есть обратите внимание, что когда я закрываю видеоряд, то анимация пропадает. То есть эта анимация не попадает сюда на сцену. То есть когда мы здесь нажимаем «Редактировать секвенсор» и прописать в регулятор каркаса, здесь есть, открывается окно настроек, можно нажать «Уменьшить опорные кадры». То есть тут уже настроить умное упрощение, то есть частота дискретизации, то есть уже сами тут поиграетесь. Tolerance percentage, то есть порог погрешности задан в процентах от диапазона значения. Давайте попробуем вот с такими настройками это сделать. Теперь давайте посмотрим, что получилось.
Ну, особо ничего не поменялось, да. Ну, можно, конечно, вручную выделить. То есть давайте мы выделим просто все кадры, которые у нас были между первым и 60-м. То есть мы вот так вот их выделим сейчас. Давайте вручную удалим. Вот так. Я думаю, что особо ничего не поменяется, но мы тем самым немножко упростим себе работу. То есть у нас буквально вот есть теперь первый кадр, первый, вот он. А для того, чтобы перемещаться, кстати, между ключевыми кадрами, то есть вы видите, что у нас вот есть начальный, в середине и в конце, вы можете нажимать клавиши точка и запятая на английской раскладке, чтобы переключаться между ними налево и направо. Вот у нас 3 кадра, то есть вот наша анимация. Если вам нужно что-то поменять, переделать, подредактировать, меняете и точно так же потом нажимаете правой кнопкой мыши и прописать последовательность анимации. Точно так же ее сохраняете, где вам нужно, и у вас готова анимация. Ну, все. На этом, я думаю, видео можно закончить. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и до встречи в следующих видео.